Доброе утро, рядом со мной Хика. Мы начинаем турнир. Мы приехали в гостиницу. Расскажи, на какой турнир приехал? Masters Way, вот. Один день играем, потом опять домой. Расскажи, как доехал? Доехал нормально, просто в машине лежал, слушал музыку. Классическое времяпрепровождение. Поспать в машине перед турниром. Да. Так как ваншот уже заселился, расскажи пару вообще слов о номере. Хорошее место. Санинспекции на них не хватает. Расскажи, что тебе важно в гостинице? Чистота и порядок. А местоположение? Мы где? В лесу каком-то. Мне важно, что он Пекин, Париж, Токио, Берлин рядом. На этом турнире не будет медиадня. Это плюс или минус? Это огромный плюс. Также на этом турнире мы играем на своих телефонах. Тоже плюс. Свои настройки. Уже все настроено, не надо менять. Ты играл на прошлом турнире на праках на айфоне. Теперь у тебя появился 8-й рок. Как тебе пересесть на новый девайс? Дело привычки занимает где-то 2 недели, чтобы привыкнуть скорее. Что для тебя самое важное в девайсе? Ну, чтобы не лагало. 120 FPS. Ну, обходная зарядка прикольно, но я не особо ей пользуюсь, я просто заряжаю телефон, играю на прагах, и только потом я просто, я не играю на зарядке, типа, чтобы телефон не убивать. Но на турнирах вы играете на зарядке. Ну да. Ну, условно, на том же Риаде нам не дали в обходную зарядку втыкнуть, мы как на обычных телефонах играли. Это влияет как-то на качество игры? Ну, очевидно, неприятно, то, что у тебя там справа провод торчит, ты его задеваешь, вот. Вот, условно, ты вот так телефон держишь, вот тут снизу, пофиг. А вот, условно, если вот здесь провод, то он задевает вот это, и типа неприятно. Вот так выглядит наш отель. Очень симпатичное белое здание. Вот тут есть маленькое кафе летнее. И, конечно же, самое важное – это путеводители. Бомба, расскажи, как доехал. With the taxi. Что делал в такси? Talk with the driver on Russian. О чем разговаривали? Киберспорт. Как дела? Нормально. Как доехал? Укачало. Я слушал музыку и тиктоки смотрел. Топ-3 трека для поездок Я не из знаю. Рязани в Москву. Так, Emergy, Fisher, Spooner. Также Tell Me Why 1991. No, ремикс. Tell Me Why. Tell Me Why. Ну, только эти 2 трека слушал в целом. Последний лайкнутый тикток. Olympian thinking they are the fastest in the world. И там типа камерамен. Челики, которые бегают, думают, что они самые быстрые, но камерамен быстрее, потому что он их снимает и бежит. Пойдем тогда заселяться, покажешь номер, расскажешь, как тебе вообще условия. Хорошо. Ну, вроде номер какой-то базовый. Ну, вроде нормально. Стаканы какие-то странные. Я думал, что там внутри жидкость какая-то. Кровать такая красно-белая. Ну, вроде чистая. Вид из окна, смотрим. Не досмотрим. Ну да. Может, у нас люкс какой-то? Ну да, он Ну, выглядит типа еще стилево как-то. Номер стилево выглядит нормально, вкусно пахнет. Заходим в туалет, здесь подсветка такая прекраснейшая. Полотенце чистые. Душевая такая скрытопульненькая. Пен. Кажется, Вот так вот. Оп-оп-оп. он реально стилевенький какой-то, еще такой типа по 10-бальной, если у нас 10, я бы даже Риадовскому не дал. Почему? Потому что долбаные лифты меня доконали. То тут, я не знаю, ну сколько тут поставить? 5. Тут зеркало, оно не просто зеркало, а тут еще, блядь, ложечка для обуви и утюг. А это лазит, типа, хоп-хоп, к стеннику начинаешь отзывать. Ну, 3, наверное, из 10 жить можно. Погнали посмотрим отель. Ваншо сказал, что здесь есть кулер. В смысле, вы прикалываетесь? Где кулер? Алло? Он внутри, значит. А где стаканчики? Или вместо рук пить? По планам сейчас покушать, а после того, как мы поедим, у нас праки. Вроде бы нет. Мы вроде спать ляжем просто все вместе, дружно на одну кровать и все. Вот такие планы. Доброго времени суток. Меня попросили обозревать. Это отелевская столовка отеля, который мне вообще не нравится, потому что тут лифт примерно как у меня в подъезде, может у меня даже лучше. Тут типа для двоих, как я понял. Для больших двоих, видимо, раз стол почти с меня размером в высоту. Тут уже для хикана большой стол. Для пати for everybody. Тут работяги-бармены, которые сделали мне кофе. Кофе дефолтный, нормальный. 4 сахара, хорошо идет. Еще можно заказать сэндвич с ростбифом.
Идем дальше. Тут какой-то дизайн. Мне не нравится. Я тут похавать пришел. Тут, видимо, с утра завтраки. Завтра расскажу, какого тут. Телевизор с музыкой, которую я точно слушать не хотел бы. Не знаю, но может ценители есть, которым важно, типа интерьер. Я не из таких. Я хочу, чтобы просто вкусно было. И все. Искусственные цветы. Зачем? Не знаю. Пристал вообще ко всему все, что можно. Оценка примерно 3 из 10 на внешний вид. По еде не знаю. Еще не пробовал. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. У нас ужин. Мальчики сделают обзор на еду и скажут, насколько она вкусная здесь. Расскажи, как тебе блюдо, которое тебе принесли? Да, норм салатик. Да, healthy, идеально. Такое слово. Я рядом с Асадом. Что было на интервью? Рассказывай по секрету. Спрашивали про то, что я там капитаном стал, каково мне это, что-то каждое интервью спрашивают. У Ваншота спрашивали про то, как он начинал, например, киберспорт. У Хикана спрашивали, как новичку, например, пробиться в киберспорт. У Кида там про еду спрашивали, не знаю за что хейт. У Саоча тоже что-то там с опытом связанное спрашивали за все это время. Расскажи тогда и нашим зрителям, каково стать капитаном. Да никакого, особо ничего не поменяется. Чуть-чуть я имею больше веса в слове. У всех единица, то у меня 1,1. В какой-то моментик я могу решить. Мы приехали вечером, вот сейчас интервью, я решил, что праков не будет. Или я мог решить, что праки должны быть, и никто не скажет «да», «нет». Если я сказал, так и будет. Я решил, что вот лучше сегодня все отдохнут, настроятся, завтра большой будет день, он тяжелый будет, с утра ехать, там до ночи придется сидеть, потому что финал будет под ночь начинаться только. Кто-то вот ваншот после самолета пусть отдохнет. Я тоже после поезда не особо с удовольствием хочу играть прям. Я приехал, тут дождь, холод, а я в шортах и футболке. Это адекватно? Расскажи, как капитан онлайн. Как часто вы собираетесь, как часто вы играете, сколько времени уходит в среднем в день на игры? В основном бывает 3 прака, каждый по 2 часа. И после праков мы идем в ранг. И там уже по желанию, по силам, или 2 часа, или час, или 3, или максимум 4. Пракаемся каждый день, стараемся, если у кого-то там что-то прям важные дела, очень важные, то есть, например, вот мне диплом надо, например, пойти сдать, да, вот, ну, по такой причине можем не попракаться. Я хочу, чтобы человек был полностью сосредоточен и был готов играть и развиваться, а не просто зайти поиграть, просто чтобы поиграть. Какой вот самый комфортный для тебя турнир был? Просто сейчас турнир без медиа-дня. Это вроде как плюс для вас. Самые лучшие турниры — это те, которые я сижу дома. Мне не так сложно дать интервью, особенно если я дома. Мне сложно давать это интервью, когда я куда-то езжу. А дома интервьюшка, когда камеру включил, вопросики позадавали, ты бам-бам-бам, готово, все, вот этот вот час закончился. Футболочку снял, зачилился, там, лимонадик попил, во что-нибудь там поиграл, отдохнул, зачилился, собаку погладил, там, порадовался жизни. Единственный медиадень, который мне понравился, это был на Риаде. Все было настолько организовано. Нам сказали вот время, в 10 приходите, отсниметесь, уходите. Мы потратили на мейкап, на макияж, примерно секунд 30 я потратил, как и другие члены команды. Потом после этого мы пошли, раз отснялись, 2 отснялись, в общем ушло час, и нас отпустили сразу. И все это мало того, что было в отеле, так еще и это заняло час, а не целый день. Вот это было вообще прекрасный медиадень, поэтому он единственный мне понравился. По атмосфере ланы, конечно, прекрасные, незаменимы, это лучшее, что может быть. Но я не люблю ездить. Дома сидеть, конечно, удобно. Дома сидеть, комфортик невероятный. Из минусов — атмосферы нет такой на лане. На лане атмосфера просто бомбическая, космическая, лучшая в мире. Ради этого и занимаюсь киберспортом, ради того, чтобы получать такую атмосферу. Что по планам? Что будете делать оставшийся день? Просто сейчас зачилиться, может там ранкет поиграем, там я, ваншот, кит, вообще кто угодно, может всей фулкой, кто хочет поиграть. Ранкет — это не праки, там просто так, для себя поиграть, для души. Завтра вставать рано, в 11:30 уже надо быть на арене, то есть отсюда где-то может в 10 выезжать, значит где-то в 9 вставать, завтракать, со всей командой побыть, что-то обсудить. На этом день наш заканчивается. Ребята будут отдыхать, либо играть в ранкет. Встретимся с вами завтра на играх.
Какао с шоколадом. Давно я не видел, чтобы кто-то с утра мне давал какао с шоколадом. Бесплатно. Ну а теперь стартанем этот день. Всем доброе утро. Сегодня у нас стартуют игры. И первая игра у нас против... ББ Тим. Расскажи немного поподробнее о противниках. Это Mad Bulls, которых подписали ББ Тим. Как ты считаешь, они сейчас вообще в какой форме? Не играли давно с ними, не пракались, потому что, ну вот, на турнире сейчас будем жестко рубиться. С кем вы играете праки? Вот обычно из СНГ Team. С тем, у кого не будет турика с нами в ближайшее время. Если он был сыграем на турнире, значит, с ними не будем пракаться в ближайшую неделю-две, не знаю сколько-то. Почему ты не пракаешься с командой, с которой у вас будет игра первая? Чтобы не показывать стратки? Стратки не палить. Окей. Куда, я не знаю, вдруг там на миду выйдет нереальный медовой каджа дамаг с косой, там, с сопляком, с принтом одновременно, я не знаю, что угодно. Ладно, теперь мне по секрету скажи, самый удивительный герой, которого вы тренировали для того, чтобы играть на турнире? Горд. Горд? Тут говорят, медовый сабер будет, так что будем смотреть на турнире. Нет. Погнали. Сава, расскажи топ-3 правила хорошего утра. Проснуться, поспать не менее 7 часов, умыться. Какао, какао, Я пошел какао какао. забирать. I feel good. The weather is cold, and it feels great to be back in Moscow again for the second time. How do you think? We win? Of course, we're not wasting time to lose. Мы уже в такси с Хика. Ты завел Инстаграм, как ты пришел к этому? Ну, по фану. Ты сказал Кате однажды, что зумеры не пользуются Инстаграмом. Потому что в 2020-м запретили в России пользоваться. Логично. Теперь, может быть, поговорим о противниках. Мы играем против Bad Boom Team. Готов ли ты к ним? Есть ли у них какие-то заготовки? Я знаю, что вы играли праки с ними где-то 2 недели назад. Ну, один скрим играли, да. Что обычно не хватает против этих противников? Да, не знаю, сыгранности не хватило на Бэтбуме, а вот уже на Супернове хватило. На Супернове вы все равно проиграли одну карту. Расскажи немножко поподробнее. Может быть, есть какие-то определенные герои, на которых хорошо играет Юстиниан? Именно поэтому иногда не получается? Ну, на Джои неплохо сыграл. Там, скорее, просто была проблема в нас, а не в них, и все. Закрываем 2-0 и идем Ждем отдыхать. гранд-финале. Да. Что по трекам? Что изменилось? Вот такой вайб сегодня. Не знаю, просто плейлист. Dreamy, Art, Deca, Saturday Morning. Ну, короче, каждый день обновляется. Это Spotify? Да. Beautiful, wonderful, amazing. Как за партами сидеть, блядь, будем нахуй перед уроком? Больше места не будет. А почему стол на 4 вот по факту? Ну и ладно, 1 кит и плюс 2. Расскажи пару слов об арене. Пока не знаю, как тут все будет обстоять. Прикольно, круто, очень много энергетиков, много воды. Там по местам на самой арене пока вопросики у меня. Ну, посмотрим, как там будет сидеться. Мне пришлось нести свой телефон, и я впервые его несу на арену, и это немножечко для меня непрофессионально. Тут вот эти фигни, которые слишком много звука отдают, надо на арене побывать и послушать, насколько сильно громко это будет. Чуть поменьше места, чем обычно, но в целом прикольно. Это у нас студия аналитики. Ёж, как тебе студия аналитики здесь? Прикольно, интересно. Аутентично. Короче, надо будет говорить. Соси вот это. Не соси в игре. Я встретила тут молодых людей из Bad Boom Team. Как тебе арена? Могло быть и лучше. В целом нормально. Как тебе парты? Как в школу вернулся. Поехали, обзор. Погнали. Идем. Тут написано гримерка, курить нельзя. Осуждаем курение. Здесь. Комната чила. Ой, вот наши VIP-места. Санечка, как тебе? Короче, мне тоже не нравится. Давай, долби, долби. Долби, долби, долби. И все. И все. Давай, пошла возня. Кого длиннее? На!
На, крит выпал. Тебе вот говорит Маша. Ну, ебать его. Как тебе стулья? Да я думаю, что за люкс-класс, блядь, что за тяги, да, массажные кресла, которые самые дорогие, нахуй. Да, самые дорогие. Вот такие стулья. Я хочу себе такой вот компьютерный стул для того, чтобы сидеть на нем 24 часа в сутки. Ребята, пишите в комментарии, если вам нравятся такие стулья, сидеть на них целый день, болеть. Болейте за Team! Spirit! У нас началась генеральная репетиция. Все по классике. Ребята после генеральной репетиции сетапятся, настраивают девайсы, и потом уже будут стартовать игры. И первая игра у нас против Bad Boom. Как тебе девайсы на сцене? Они мои. Наушники? Вот, наушники ужасные. Мне на уши давят, капец. Обычно они более объемные, а сейчас они какие-то плоские, и они просто как две лепешки вот так. А звук? Плюс-минус нормально. White Noise, я не знаю, челики-панели, которые не были на чемпионатах мира, но на чемпионате мира всегда White Noise. Не слышит арену, не слышали, чтоб соперников, плюс-минус. Ребята уже ждут выхода! Всем приятного просмотра! Болейте за Team Spirit! Итак, у нас пик Ив. Это что-то необычное, и это удивляет. Oh, it's Sunset's choice. So there is a lot of mages apparently, like Gord and so many mages, but in this game he just wants to play Eve. So it's really not a bad pick. It's easy champ, you know. First game we just want to play easy champions. Okay. You just press and walk, you know. Погнали смотреть игру. Есть ультимейт от Сава, вот пока у нас на агентычах 007. Готовятся ли какие-то кнопки? Вот сейчас пока что Сава находится здесь, но ульту не дает. Скорее всего, под лорда уже постели, да? Вот она пошла, здесь хороший стан, залетела, то есть по Исиану, но на развороте Александр Тюк, хороший стан, плавный за клетку, за клеточку, а может как-то подраться получится, но неплохо там идет драка, идет заморозочка, надо добить Юстиниан, крутит, прыгает за хитбомбой, но нет, поэтому он отходит назад, лорд уже патроном, и все-таки все на лоу, терять возрождение, здесь Хика подловил лавли, перед скиллом, да вот так залетает, пошел Физ, пошел Фич, Сам его забирает здесь первым скиллом, догрызает, Юстиниан прыгает ваншот за Рипером, тем временем драка, лавли, Как же мало хп! разбирается, ульта пошла. Хитбомба. Лавли при этом идет по ваншоту доигрывать. Есть возрождение здесь у нас. Деп и Трой доталу, заморозка также от ваншота. Нужно сбить. Ай, на ваншота. Это Саня заканчивает эту игру в свою пользу. Если что, ваншота шатит там заколю, вообще нельзя было что-то заколить. Просто рот закройте. Послушайте меня, вы ебануть что ли? Я вам все сказал, что надо делать. Вы просто сейчас заходите. Did you see how close it was? If you fail this, only not you will lose, I will lose, he will lose, he will lose, we will lose like a team. Never say кто вы again. Never. I hate that. Never again. I hate it. We would have all lost and it was super close. What about picks? We pick what we practice. I think the game 2 will win. Понимает ББ Тим, что нужно с этим лордом попытаться максимально эффективно отыграть лавли, подброс, ультимейт, пытается уйти. Отличный ультимейт. Это похороночка! Это просто похороночка! Это жесть! Два ультимейта заканчивают команду ББ. Team Spirit. Это должен быть конец. Что это сделал? Конец. Что сделал Китбомба? Да что сделал Санта по Китбомба сверху, по четверым. Похороночка. 2-0! Команда Заморозка в Spirit воздухе. выигрывает эту встречу. 2-0! Team Spirit в гранд-финале. Добро пожаловать в гранд-финал Team Spirit. А я думаю, у меня не лагает человек. Про эту серию. Она вроде бы была легкая.
Ну, вообще нет, если что. В первой игре мы умудрились там где-то подзалиться, плохо зашли с вардов, но еле как закончили. Во второй игре мы просто залагали. У нас там Кит умер просто так. А в файте он по троим должен был ультовать, и файт, по идее, на второй черепахе выигрывался. Но мы там что-то залагали, Кит умер, пришлось немножечко, типа, опять от отставания играть. Но в целом, ну да, не супер сложно было, то есть нас немного душили, но это по плану было. То есть мы как раз-таки чекировали, где кто что делает, и по итогу после лорда, ну, Кит колил, я залечу, все поверили, ожидая его ульт, и он по 5 ультанул по итогу, и все, ну, получилось, как мы хотели. Хотелось бы еще спросить по поводу Ив, по поводу этого пика. Очень необычный пик, удивил. Не знаю, Сан сказал, ему все забанили, го Ив. Ну, там был выбор, Ив или Горд, они забанили Горда, и, соответственно, оставалось только Ив. Расскажи немножко подробнее о Горде. Это новая мета? Почему его банят? Да нет, просто маг уходит вниз, банят, ну, более метовых магов, и приходится что-то находить. Ив также, тот же Горд, то есть, если бы последний они забанили Наварию, мы взяли, очевидно, Валентину, не этих персов двух, но, блин, это чисто из-за того, что банятся маги. Ну, а на первые 3 такой себе брать мага, там есть куча других персов на другие роли хорошие. Мы сейчас пойдем покушаем, немножко отдохнем, и через 3 часа начинается уже вторая серия. У нас через 10 минут стартует катка. Сколько тебе нужно в целом зарядки для того, чтобы хватило на BO3? Если 2-0, то 20 минут, 20% где-то. Ну, короче, 10% одна игра, плюс-минус. А на BO7? Я уверен, там будет по 15 минут на игру расчет примерно, потому что я сейчас еще с симкой буду, хз, побольше. Ну, если что, зарядим, не страшно, там есть розетки, можно зарядить будет. Как настрой у тебя? Ну, на победу. I wanna ask about Benedetta because it's very strange pick. It was strange pick before, but I suggested it to One Shot before in Kazakhstan, and he did not believe me. And then AP Brandon picked it against us, and we lost. Now he started practicing it, so it's his favorite hero. What about X-Board? Every hero that Hiko plays is his choice. His choice of hero. So we just go what he's feeling, you know. What do you feel to play X-Board? Okay, go play it. As long as he feels confident when playing his hero, we're good. You confident about win? Of course, because the team is confident, everybody is confident. Бессмертие перекупил! Бессмертие! Он живет! Я не могу, я не верю просто в это. Синя продолжается ракурс. Здесь ловлю ультимативно пошла. И Синян очень больно ловлю. Он не задефал, что ли? Он задефал! Он задефал еще одна пачка! Это какая? Наказание от бомбы. Ловли уходит из драки. Ловли нужен срочно, но это по ходу команда Spirit, которая выиграет эту карту. 2-0. The biggest important mistake that we did, for me, is that we fought Chip in mid game. We shouldn't fight Chip in mid game if we play with them again. Yeah, you need to respect their power spike. Hello, you guys hear me? Do not fight them again. Do not play for Chip again on mid game. Just wait for the second turtle next time, and we 100% snowball the game. And of course, in the Lord fights, I played bad. There were some mistakes. I think Chico also played bad in some Lord fights. We failed on fucking Nolan where you guys didn't kill him on bot when you were chasing him. All the space were there. But it's okay. In the end, we won it. We had the better draft. So it's okay. Just don't do these mistakes again. Just remember, just you for yourselves, remember what you did wrong. Everybody for himself, remember what he did wrong. Там Сансефлавр врывается по Лавли пытается жить, Лавли дорогу нажимает, Лавли живет до конца, но все-таки погибает и врыв от Маньяка в это же время. Риппер также ставит клетку. Очень больно еще и Маньяк отлетает, и Есеня пытается уйти, все пытаются просто разбежаться из команды ББ. Кит-бомба. Играют по центру ребята из команды Spirit. Они заходят чуть дальше. Почему? Лавли ультимативно пошла. Что? Как же много дэмэджа сейчас!
Now it's actually best of 1. If we lose this, I don't want to go come back. Last game, I'll draft them. Forget about it. Let's think about fucking this now. Right now. When the cat is cornered, he will do everything to bite, okay? Expect them to play aggressive, okay? They will not think. They will just fucking fight you. And don't play with your food, okay? Stay disciplined. Because they will launch at you. So, They have no other means to play now than to fight. Okay? Understand what I mean? Yeah. Зон и, соответственно, в данный момент у нас заход во вражеский лес цепляет. Лавли умер в итоге, есть второй раз. Самого вообще по ваншоту стелится еще и Стеня пытается добить его, и Стеня погибнет, скорее всего, нет, так его спасает Зон. Все, это минус 1. Какой подброс, какой, ой-ой-ой, взяточка какая. Риппер забирает его по итогу кика, на лоу хп уходит. Да, и на данный момент Зон еще теряет. Кстати, очищки бомба пытался здесь прыгнуть, добить. Тройное убийство. Да, что это, фулл вайп? Металлорд заходит в трон. Будет ли что-то? Смогут ли победить им адепты? Уже Тина пошла странная эхо, тут же Акую хороший. Стеня притягивает а дальше можно попытаться, но Стеня погибает. Он почему-то не хватает ваншот. Ваншот сгрызает всех, ваншот сгрызает почти Риппера, но Риппер он не добивает. Ай-яй-яй, ваншот. Он вышел. Ну каких храпалёк. Дон живет до последнего. Тоже здесь подбросит Дон, как он живет до прострел. Нужна от Риппера помощь, нужна, но он один остается здесь. Неужели это конец? Возможно, это конец. Да, Team это Spirit. победа! Team Spirit! 4-0 после такой первой карты. Я не верю своим Team глазам. Spirit, чемпионы Masters Way! Мы их категорически поздравляем. Это было максимально круто. Так, ну первая игра. Мы разменяли Заска на Чипа. Было необычно. Мы обычно так не играем. У них был какой-то план там. Они его придерживались. Я был на Кусаке. Импакта было довольно мало. Единственное, что я помню, что там была очень тяжелая, долгая игра. Но в конце, когда мы запушили, 3-1 на работяге остались, 5-4 остались в начале этого файта, потом выкинул Хилза со флеша, Санста убили неприятненько, у него не было ульты на Заске, и по итогу всех разменов мы остались 3-1, и повезло, закончили игру. Но очень тяжелая игра была, прям максимально. Вот, потом вторая игра. Во второй игре я был на Миносе, уже было гораздо легче, но все равно очень тяжело далась вторая игра, потому что Кит там что-то потерялся в моменте, и не было тех же колов, не было того же импакта на XP, то есть не было каких-то ультов по пятерым, не было по троим ультов, что-то такого не хватало во второй игре. Да, он там в конечном итоге где-то ультанул, и мы благодаря этому по факту камбэкнули, выиграли где-то там. Потом на третью игру они уже в тильте, чуть подуставшие, без плана особого выходили, то есть они уже все сделали в первых двух играх, что только могли, и ничего не сработало. Дальше они тупо не понимали, что с нами делать, что нам отдавать, потому что они в первой игре отдали имбу на имбу, не получилось, во второй игре нам ничего не отдали, не получилось. В третьей игре они просто уже не понимают, что им делать. Ну и плюс мы там заготовочку Фобиуса вроде бы выкатили. Очень хорошо зашла. И последняя игра, четвертая, я был на Хилосе. Тоже супер уверенная была, не как первые две. Четвертая игра, я не знаю, там тоже довольно все просто было. В целом я ее не особо помню, я надышался воздухом, очень спертым, очень таким, типа, несвежим. Я не знаю, на арене такой воздух был, и очень голова болела. До сих пор болит, что голова. Из-за этого тяжело выдался как-то гранд-финал. А так 6-0 вообще максимально легчайший. Я не знаю, за последние сколько лет это первый такой легчайший турик, если что, для нас. Были ли какие-то открытия в этой серии и в целом за турнир? Я имею в виду по поводу героев. В целом нет, мы очень хорошо подготовились к турниру, в целом мы типа так еще готовимся, очевидно, из-за МСС, поезд путевки на чемпионат мира М6, уже нормально набрали форму 6-0, вот, и сейчас собираемся МСС душить, огромное количество персов подготовили, все это отметили. Руби золото. Имба? Ну не имба, просто голда из меты вышла, скажем так, то есть раньше все такие, о, голдлейн, лучший в мире и т.д. и т.п., а сейчас голдлейн, есть XP лейн, и то лучше, если что.
Вот, то есть, ну, в целом в мире нет таких тенденций, как у нас, то есть люди продолжают пикать бесполезных Эдиси, бесполезных керри лейтовых, которые просто не доживают. У нас игры 10 минут, все. Просто команда, которая выигрывает за эти 10 минут там сколько-то тысяч, она просто занимает часть карты, ресается лорд, забирают лорда и с лордом уже заканчивают там на 12, 13, 14, 15, это не имеет значения. Это уже определяется, я считаю, на 10-й минуте, и по факту игра, даже если не заканчивается на 10-й, но какая-то команда на 10-й минуте лидирует там 8к, 10к, но уже это огромный задаток на то, что игра точно закончится на 15-й минуте, если там не сотворится какого-то чудесного мува, а такое редко бывает даже против сильных команд. Керрить ему точно не надо, то есть керрить теперь это лесная позиция, потому что раз танки ушли и челики пикают дамаг в лес, ну, значит, кому керрить? Значит, леснику керрить надо. Всем огромное спасибо, что досмотрели до этого момента. Болейте за Team Spirit, увидимся на MCC, встретимся в next влоге.